Всем привет! Сегодня мы смотрим на интересные кроссовки от Puma, а именно гибрид Rocket Runner. Далеко не новая модель, но на мой взгляд одна из самых интересных в плане дизайна, да и по технологиям они ничем не уступают и более новым собратьям. Коллекция 19 год. Точно не скажу, какая именно, но это не имеет уже значения, кроссовки не новые, на данный момент они уже не продаются, в интернете есть на них обзоры, но все же я расскажу вам о них, также свою точку зрения, а также свой опыт эксплуатации человека, который их носил. Поэтому приступаем. Перед началом попрошу тебя, подпишись, пожалуйста, на канал, ставь лайк или дизлайк, хочешь пиши комментарии, с радостью на них ответим. Модель разработана, из названия уже говорится, для бега. Никто не запретит вам ходить тоже классно в них, они довольно мягкие, удобные, но конкретно именно в них Puma делала ставку на бег, на то время особенно. Модели увесистые, не скажу, что сильно, но увесистые, как для такого размера. Размер тут 38,5, если брать по европейскому. Лычок уже полностью стерся, поэтому тут даже артикул я вам уже не найду. Но тем не менее, они все на один мотив были сделаны. Мужские, разные цвета. По сути, там отличался буквально немного вверх. В целом база у них одна и та же. Верх выполнен из текстиля, который по сути является носочком. Цельный. Получается горловина. Нога в них залазит. Все супер. Внутри имеется еще дополнительная подкладочка в районе шнурков, чтобы не натирали. Они очень узкие, заход имеют такие под углом. За счет этого у них виден палец. Это, к сожалению, их минус. Но тем не менее, если не учитывать это, в целом кроссовки супер. Вот верх в них довольно прочный, имеется второй слой внутри. Нет, соврал. Нет там никакого слоя. По сути, это один именно материал. Просто он прочный, вот носочек вязаный. По вентиляции проверим. Ну, дадим 50% выста, но по факту даже немножко меньше. Но тем не менее, летом в них девушка ходила, все отлично, то есть особых проблем не было. Имеется ТПУ вставочка в пятке, пластиковая, довольно гибкая, петелька для обувания, петелька на язычке, везде брендинг идет, имеется пластиковая вставка для шнурков, отлично продеваются, хорошо фиксируют ногу, особенно среднюю часть, и в носке уже идет фиксация чисто за счет верха. Он здесь по эластичности неплохой, поэтому ножку вхватывает хорошо и сидит вполне себе неплохо. Внутри идет плотный текстиль такой, при этом он был мягкий на ощупь. Сейчас, конечно же, его жизнь помотала. Ходила в них она довольно много, но это вот эксплуатации такой стабильный, примерно 2 сезона. Вот. Немножко порвался в районе пятки. Фиксируется хорошо, правда, они на ней были немножко свободноваты, мы брали с запасом. Ну как зовут, запасом. Это ее размер, понятно, просто что у нее такой момент, что правая нога словно немного больше, и левую приходится шнуровать немного сильнее. Стелька гелевая, грязная. Внутри, что самое интересное, текстиль. Он получается сшит с двух сторон. Словно он заходит вот с обеих, он проклеенный, между собой сшит еще. Это очень необычно. Вот. И там еще имеются части, то есть разных материалов там комбинируются. Добавим немного яркости. На улице темнеет уже. Я записываю серию обзоров для вас. Ну, в целом нормальное качество. Они свое выходили. Гибрид. Именно правая стелька еще более-менее живая. То левая подушаталась. Я же повторюсь, эксплуатировались они довольно часто, причем она на пробежке в них выходила. Вот. Значит, в целом подметка идет на всю площадь. Здесь она черного, здесь именно полиуретан рыжего цвета такого.
износилась тоже порядком, в районе пятки, в носке. Сам гибрид при этом ни капельки не пострадал, за исключением того, что он засорился и начал по-своему гнить. Это словно плесень. Он мягкий, сохранил свои свойства, но время никого не щадит. И вся грязь, которая на нем попала, там не дочистили, начала убиваться. Также при сильно интенсивных движениях немного пена касалась асфальта, и на ней остались вот такие вот потертости.